присоединяется. Привет, мои дорогие подписчики, друзья. Сегодня у нас тема астрологии, Таро. Так, начнем мы. Первый у нас Чунгук, 2026 год. 2025 год был у меня под итог, а теперь 2026 год. И начнем мы с Чунгука. 2026 год для Чунгука – это не год внешнего шума, а год, когда внутри больше невозможно жить по старым правилам. Всем привет-привет, кто приходит, кто присоединился, кто пришел, кто присоединился. С самого начала года на него давит напряжение от Нептуна в Овне и Северного узла в Рыбах. Это создает ощущение, что он слишком часто делает что-то ради других, теряя собственный ритм и энергию. Он может чувствовать усталость не столько физическую, сколько от постоянной вовлеченности и необходимости соответствовать ожиданиям. Привет-привет! Всем привет, кто присоединяется. Январь-февраль проходит в режиме внутреннего сопротивления. Он продолжает выполнять привычные обязанности, но все чаще ловит себя на мысли, что не понимает, зачем именно это делает. Это период, когда он начинает дистанцироваться эмоционально, больше уходит в себя, в тренировочный режим, туда, где, в работу над телом и формой, туда, где есть ощущение контроля и конкретного результата. Всем привет-привет, привет, кто присоединился. Айша, Надежда, Светлана. Всем привет-привет. Так, у нас астрологический прогноз. Вот так, для Тэхиона, для Чонгука, а потом совместно для них, а также мы достанем карты. Ключевая точка года наступает в марте, когда происходит лунное затмение в Деве. Это не про эмоции и не про драму, а про реальное завершение какого-то этапа в его, в общем, жизни. В этот момент Чунгук закрывает один важный для себя цикл. Это может быть формат работы, участие в системе, роль, в которой он долго находился. После марта он уже не возвращается к прежнему режиму. Меняется график, приоритеты, распределение сил. Он перестает автоматически соглашаться и начинает фильтровать, куда он вообще готов вкладываться. Вкладывать свои силы. Куда? Весна проходит под сильным влиянием Урана и Цереры в Близнецах, которые дают ясность ума и желание все упростить. В этот период Чунгук много думает, учится, анализирует информацию, но не для того, чтобы застрять в размышлениях, а чтобы понять, как сделать свою жизнь более удобной и управляемой. Он учится заботиться о себе так же, как привык заботиться о других. Это важный переломный момент года. Лето, особенно июль, выделяется соединением Меркурия и Венеры. Это время активных разговоров, договоренностей и прояснений. В 2026 году это один из немногих периодов, когда Чунгук действительно открыт к диалогу. Он формулирует свои желания точнее, говорит прямо и не боится обозначать границы. В этот же период усиливается влияние Юпитера, которое добавляет уверенности и позволяет ему почувствовать, что он имеет право хотеть большего. Август проходит под влиянием солнечного затмения во Льве, которое не бьет напрямую, но мягко подталкивает к переоценке ценностей. Чунгук начинает иначе смотреть на успех, признание и собственную значимость. Он больше не желает просто быть полезным. Ему важно чувствовать личный смысл в том, что он делает. Осень и конец года 2026 года – время Марса в Деве. С ноября его энергия становится более жесткой и направленной. Это период конкретных действий, он не обсуждает планы,
а реализует их. Может резко сократить лишнюю нагрузку, изменить формат работы или окончательно зафиксировать новый статус. К концу 2026 года Чонгук выходит в состояние, где он не доказывает свою ценность, он ее просто знает. Этот год переводит его из режима адаптации в режим самостоятельного выбора. В телеге, в платной телеге, там более расширенный астрологический прогноз для Чонгука, а также для Тэхёна. Вы можете подписаться и его посмотреть. Ну, а также дополнительно у нас каждый месяц я делаю им астрологические прогнозы, расклады Таро и выгружаю это в платную телегу. Также контент на Бусти, расклады для группы BTS, для Тэхёна и Чонгука, поэтому подписывайтесь, приходите, смотрите. Так, Чонгук, карту ему 2026 год. Вот такая карта. Ну, карта энергии, рыцарь пентаклей. Вот такой Чонгук на байке. Терпение, стойкость, упорство, практичность. В общем, результат достигается постепенно. Карта ресурсная, своего рода вложение, как я говорила, да, вот вложить свою энергию там в свое, ну, там, допустим, неважно, да, какие сферы. Это может быть и личная жизнь, и работа, карьера, в общем. Вот. А также, в общем, вышла денежная карта, приток финансов. Очень хороший 2026 год. Рыцарь Пентаклей. Классная карта, в общем, да. А здесь у нас... Ой, так... карта отшельник, она может быть связана, отшельник, с какими-то планами, с установкой, да, вот установка. Это карта работа на себя. И мы говорили, вот видите, отшельник, и мы говорили о том, что он будет все фильтровать, в общем, то, что, ну, как бы, возможно, будут поступать какие-то предложения, что для него выгодно, что невыгодно. Вот, вот такая карта. И паж мечей. Вот. А пажи у нас, как мы знаем, это что-то новое. Возможно, какие-то новые могут быть по этой карте контракты. Карта может быть связана с чем угодно. И мероприятие. Такая карта связана с мобильностью, с интернетом, паж мечей. По этой карте, да, конечно, 2026 год, это будущее, и, естественно, по пажу мечей может быть еще для него там много что-то неясного, да, что касаемо будущего. Но вообще карта прояснит что-то, да, и вот все три карты говорят о стремлении, понятное дело. Очень хорошие, кстати, карты ему вышли. Вот, 2026 год. Так, можно задать какие-то вопросы, если есть у вас вопросы. Поздоровайтесь еще, кто пришел. И, в общем, что? Ну, наконец-то попала на стрим. Всем приветики. Вот, мы все во внимании. Пишите, что вы думаете по поводу астрологического прогноза для Чонгука. Сегодня они нас порадовали. Я там на этом же канале так несколько выгрузила коротеньких шортиков. Вообще-то их очень много можно было выгрузить. Мне очень понравилась вторая часть или второй сезон тревел-шоу. Много смешных моментов. Людмила, привет. Потом Тэхён посетил мероприятие Селин. Такой богатый день. Информационный, много интересного. Я думаю, вы сегодня не скучаете. В общем, есть чем заняться. Контента много, можно пообщаться, обсудить. В общем, прекрасный день. Естественно, когда от них ничего нет, все скучают, тогда пишут там где-то в комментариях: ой, вышли бы они там, да, вот в лайв, порадовали и так далее. Вот сегодня, я думаю, такой очень радостный день для
всех, в общем, да. Пишите, вы посмотрели тревел-шоу Чунгука и Чимина? Пишите, кто пришел. Добрый, 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 добрый. Так, у нас открою окно. Непонятно. Вроде бы и не холодно, так чтобы сказать холодно, но в то же время ветерок какой-то. Какая у вас погода? Татьяна писала там, это админ в нашей телеге, она писала по поводу того, что у нее там морозы за 40 градусов, 42 или 43 градуса писала. Как у вас? Чуть-чуть открыла и закрыла, чтобы, не дай бог, не простудиться. Привет, привет, Наталья. Пишите, как у вас дела. Что интересного вы слышали, видели? Теперь Тэхион. Читаю Тэхиона. 2026 год. Блин, как быстро время идет. Для Тэхиона 2026 год начинается с глубокой внутренней перестройки. На него одновременно влияют Сатурн в Овне и Плутон в Водолее. И это сочетание не про скорость, а пересборку фундамента. С самого начала года он ощущает, что прежняя система целей, обязанностей и ожиданий больше не дает ощущения устойчивости. Это не кризис, а скорее холодное понимание, часть того, на чем он стоял раньше, перестает работать. Февраль выделяется солнечным затмением в Водолее, которое напрямую затрагивает тему личных границ, ресурсов и самоопределения. В этот период Тэхион может столкнуться с необходимостью защищать свои решения или менять подход к деньгам, работе и ответственности. Он становится менее гибким к давлению со стороны и гораздо жестче в том, что касается его личного пространства. Весна проходит относительно сдержанно, но с сильным внутренним напряжением. Сатурн дает дисциплину и выносливость. Он перестает тянуть лишнее и постепенно сокращает круг обязательств. Это незаметно снаружи, но внутри идет активная сортировка, что действительно имеет смысл, а что держится только на привычке. Лето, особенно период Юпитера во Льве, становится проверкой на амбиции. Возникают ситуации, где нужно выбирать между статусом и внутренним комфортом. В этот период Тэхион может ощущать давление, ожидания, требования, попытки вовлечь его в чужие сценарии. А мы знаем, как это происходит. Именно здесь он учится говорить «нет» без объяснений и оправданий. Август – важный месяц благодаря лунному затмению в рыбах и влиянию северного узла. Этот момент эмоционального смягчения. Он перестает быть закрытым не потому, что раскрывается, а потому, что больше не видит смысла в защите там, где есть доверие. В его жизни остаются только те люди и связи, где нет необходимости держать дистанцию. Осенью, когда Меркурий и Венера проходят по Козерогу, Тэхион фиксирует свои решения. Это период серьезных разговоров, укрепления партнерств и окончательного понимания, кто и что занимает место в его жизни. Он говорит меньше, но точнее, и его слова имеют вес. Декабрь 2026 год с влиянием Марса может быть напряженным, но он уже умеет управлять своей энергией. К концу 2026 года Тэхион приходит к состоянию устойчивости, и меньше контроля, меньше борьбы, больше ясности. Этот год учит его держать все на себе и строить жизнь, где сила – это не жесткость, а точный выбор. И ему карту 2026 год. Вот такая карта. И заметьте, опять это синхронность. Опять синхронность, да? Чонгуку вышла карта у нас рыцарь Пентаклей. Классная карта. Намерен достичь, завоевать весь мир, да? И также вышла карта рыцаря мечей и Тэхиона. Тоже карта реальных намерений, да? Тоже готов и знает, к чему стремиться, в общем, да? Смелость, храбрость, отвага.
В общем, да, и вот, например, как раз в тему этого, эта карта не совсем выбора, можно сказать, но это реально строить, да, построить, в общем, свою жизнь так, как ему, в общем, надо. Карта смерти. Вот смотрите, какие карты по энергии похожи. Потому что вообще, если скажем, Тэхён и Чингук, они очень тесно взаимосвязаны. Что касаемо и карьеры, и личной жизни, в общем. И поэтому карты практически по энергетике, они чем-то похожи. Там отшельник была карта, здесь смерть. В общем, тоже, в отшельнике тоже есть своего рода трансформация, и здесь карта трансформации, да. Это, в общем, от чего-то уйти, к чему-то прийти, что-то выбрать. Это карта смерть связана с чем-то новым, в общем, да. А здесь двойка кубков, да, а это как раз карта выбора. И, в принципе, у Тэхёна 2026 год, он, я говорила выше, что будет, а также карта решений, что больше будет фокусироваться, фокус у него на личном, 2026 год. Это, естественно, карта партнерства, обмен, взаимообмен по этой карте. И, ну, а также, вот, например, я говорила выше, делать выбор, с кем ему ближе, с тем он будет больше и общаться, да, то есть где он чувствует себя более свободно и комфортно. Вот такие карты. И вот скажите, да, вот как похожи с картами Чонгука, в общем, да. Так, что вы пишете там? У нас снег пошел, ойши. Понятно? Снежок. Ну, у нас снег очень редко бывает. Сейчас по утрам у нас сильно влажно, очень влажно. И поэтому, если немножко холодает, скажем, ну, где-то там 0 или +1, вот такая температура, то, в принципе, все покрывается таким, знаете, как ледяной крошечкой такой, да, и когда утром встаешь, все в таком тумане. И туман такой влажный, прям, да, все везде покрыто влагой. Вот такая у нас погода. Но что касаемо снега, очень редко бывает снег. Может, там пойдет снег на какое-то небольшое время, там сутки, и потом все быстро тает. Удивительно, вы умная, интеллигентная женщина, и вам нравится такое примитивное шоу. Удивительно, в смысле? Я когда-то видела, там писали, в общем, пишут по поводу BTS, и блогеры, они говорят о том, что, ну, все как бы те истинные фанаты группы BTS, они говорят, что нельзя делить группу BTS, нужно их всех семерых поддерживать, если вы фанаты группы BTS, да, а не кого-то одного. Я, например, фанатка группы BTS. Я слушаю их песни, смотрю их весь контент и также публикую, поэтому у меня нет такого, что я бы относилась к чему-то, ну, например, негативно, да, или примитивно, как вы пишете, примитивное шоу, да. Я не считаю его примитивным, я считаю, что в этом шоу ребята раскрываются, они показывают, допустим, ну, как бы частичку себя, откровение своего рода, очень много смешных моментов. И, кстати, на что блогеры обращают внимание, что есть такие сцены, они очень смешные, и, например, хорошо режиссура там, да, отработана, сценарий неплохой. Да, есть какие-то моменты, которые, в общем, ну, я не особо профессионал, поэтому мне не судить. Но в целом мне нравится, да, любой контент от ребят нравится. Спасибо, с вами приятно, но теперь для обоих, для Вику, что их ждет в 2026 году, не разбегутся. Вот, смотрите, я хочу сразу сказать, что
немножко будет принцип вообще астрологии, потому что, ну, я не буду сейчас об этом говорить. Принцип немного, что касаемо, от чего уходить в астрологии и не делать какой-то конкретики, да. Например, как можно правильно сформулировать, да, что касаемо взаимоотношений, ну, я не знаю, поймете вы меня или не поймете, но я дальше буду объяснять, в общем. И хочу сказать, нет такого понятия, чтобы в астрологии сказать, как вы пишете, да, что разбегутся, не разбегутся. Мы только можем говорить о каких-то энергиях, которые будут у них там. Ну и, например, обращать внимание на знаки, да, Таро тоже знаки, 2026 год. Но, естественно, я делаю более подробно еще каждый месяц, и вы можете подписываться, да, там и в Бусти делаем расклады, и Telegram. Что касаемо взаимоотношений группы BTS, в частности, там Тэхёна и Чунгука. И, например, многие как бы присылают же мне вопросы, да, вот поженятся они там и не поженятся. Я могу только посмотреть, например, что касаемо, есть ли у них какое-то пересечение. И, например, я всегда так смотрю, и это, ну, например, подтверждается, да, то есть мы потом смотрим, что это реально происходит. То есть я обращаю внимание и на астрологические показатели. Или такое впечатление, что у Тэхёна отношения с Богом. Как-то он с Богом странно ведет, что может сказать про них двоих, пожалуйста. Я хочу сказать, вот я же, естественно, мы все увидели это видео, да, и я его у себя разместила. И я подумала о том, блин, это же все, кто не посмотрит на это, да, и сразу, например, во-первых, мне было очень как-то весело от этого. Думаю, это ж надо как заснять это, да, вот именно момент этот и выгрузить, да. И, естественно, кто будет смотреть, ну, все по-разному, конечно, да, но все равно обратят внимание, в общем, на их, ну, например, ну, скажем, поддержку друг друга, да, как они там приветствовали друг друга, в общем, да, похлопывают там по попе друг друга, в общем, обнимашки и так далее. И, например, хочу сказать, вот много смотришь, что касаемо айдолов, именно в Корее, кей-поп, они любят такие вещи, там, обняться, да, постучать друг друга по попе. И в этом ничего нет такого, да. Но учитывая, что это же все-таки богом, и мы помним историю, да, придуманная эта история, да, такой был сценарий, когда мы это видели, что там, когда Тэхён там был в путешествии с Богомом, да, ревность вот их и так далее. Надуманное это, придуманное, или это действительно такое было там и так далее. В общем, дело прошлых лет. Оно все равно это цепляет в плане того, что и я, естественно, так добавила там немножко такого, да, Чунгук, как Чунгук, смотря на это, его реакция, да. Ну, так вот, в общем. Еще раз скажу, что канал мой развлекательный, весь материал, который я даю вам, он несет чисто развлекательный характер, да. Если там какой-то подтекст или нет, в общем, здесь уж каждому судить, в общем, да. Вот, и хочу сказать, что, и, естественно, вот и вопрос, понимаете, да, чего сказать тут? Вот, и в астрологии не говорят, например, они поженятся, да, нельзя так сказать, в общем, как можно сказать, они поженятся, да. Хотя, например, подвести к этому, ну, например, если попью водички, я же делаю, например, натальный разбор, делаю астрологические прогнозы, более такие глубокие, на длительный период. И, в принципе, ну, например, вот даже у меня был сейчас клиент, ну, не сейчас, а там, наверное, 2 месяца назад, такой большой-большой, очень большой прогноз на несколько лет.
И, например, мне это 2 месяца назад, да, наверное, 2 месяца, блин, я не права, больше, наверное, месяца 4 назад. Это было, наверное, знаете, когда? Или в июле, или в августе заказывали на ближайшие, там, на 2-3 года. Ну, это вот, которые у меня, я продаю уран в Близнецах, и, например, была заявка по этому, да. И я хочу сказать, что мне уже написали, что реально происходит то, что я прогнозировала. Понимаете, да? То есть мы можем конкретно, да, подвести к этому. Но чисто как бы заявлять о том, что они там поженятся, да, потому что многие пишут, типа, что в будущем, да, что там у Югу поженится, не поженится. В общем, астрологически можно сказать, что какие будут условия, при которых люди фиксируют, я сейчас объективно, при которых люди фиксируют союз, делают отношения официальными, принимают долгосрочные решения. Понимаете, о чем, да? А, Например, что касаемо их, я сейчас затрону реальные астрологические маркеры серьезного, ну, чего-то серьезного в их, да, на них двоих сейчас я. И, например, вот если мы возьмем планетарно, Сатурн, ответственность, оформление, обязательства, это у них будет присутствовать в 2026 году. Узлы, кармическая связь, судьбоносный выбор. Что касаемо вот 2026 год, для них какой-то он будет кармический. Мы сейчас говорим о взаимоотношениях. Затмение, поворот, фиксация. Венера плюс Сатурн, Венера плюс узлы, периоды, когда, в общем, они, ну, например, перестанут быть как раньше, жить как раньше. То есть в 2026 году недаром у них вышли трансформации. Вот смотрите, когда я на них доставала карты, и сейчас я говорю вам на них двоих планетарно. И мы явно видим, сейчас отойду на минутку. Так, прицепите эту штучку. Так вот, я говорю о том, что вот 2026 год, когда я анализировала их астрологический прогноз, и карты нам подтвердили это, видите, да, там вышли карты, что у них реально грядут какие-то перемены, что касаемо вообще личной жизни, да, и мы об этом, естественно, будем узнавать, в общем, да, не будет так, как раньше, что-то, какие-то перемены, да, и вот астрологические, и карты Таро, в общем, да. Хочу сказать, что у них как бы не будет чего-то такого масштабно-романтического, но будет четкая какая-то появится структура взаимоотношений, в общем, да. И, например, что касаемо вообще взаимоотношений Тэхёна Чонгука, это, в общем, ну, я уже сказала, да, в общем, не хочу больше дальше говорить, то есть не будет такой вот романтики какой-то, там, любви и так далее, больше какая-то будет, больше мы будем видеть какую-то структуру, реально, ну, структуру их взаимоотношений. В общем, понимаете, да, и вот, кстати, в тему этого я хочу сказать, сейчас я достала карты, мне просто прислали, там был и я выгружала коротенький шортик сюда же, да, на этом канале, и мне прислали как бы сделать разбор вот именно
Ну, типа того, когда вот сейчас же это в социуме, в интернете гуляет это видео коротенькое, да, вот и я у себя разместила, где они там переглядываются взглядами, да. Естественно, в общем, как вам сказать, кому это неинтересно, в общем, тот не видит этих взглядов, да, кто-то видит эти взгляды, да. И, в общем, я достала карты на это, и хочу сказать, как карты четко считали их именно вот этот кусочек, когда они там переглядывались, что касаемо их взаимоотношений. Вот я думаю, то описание, которое я дала в телеге, да, оно четко характеризует именно этот момент, да, вот раскрытие их взаимоотношений или ну, как бы четко их желание, как на самом деле хотелось бы им, в общем, чтобы было. Или, например, здесь присутствует все-таки какой-то конфликт сторон и какая-то структура, да. И, в общем, карты нам четко это показали и рассказали. Вот. Если касаемо Чунгука, например, я хочу сказать, у него, что касаемо взаимоотношений, Венера и Меркурий, гармония в отношениях. То есть вроде бы здесь как бы я говорю о том, что нет какой-то романтики и не будет что-то личного, много будет, ну, не будет показано личного и не будет романтики. Но в то же время мы увидим взаимоотношения между ними, и вот, например, скачков особо не будет, что касаемо, да, вот. Ну, например, у Чунгука больше будет такое, понимаете, у Чунгука 2026 год – это выбор, четко выбор. И вот касаемо этих отношений. То есть здесь будет четко прослеживаться, да, и он будет делать акцент на этом, да, на взаимоотношениях. Я и мы. То есть не будет такого, что, допустим, ну, прятаться от этих отношений. Я сейчас объективно говорю, да, и больше будет показывать, да, что мы вот все-таки партнеры, да, будет больше акцент на партнерство. Вот. Чонгук перестанет жить для системы, а внутреннее место для партнерства. И, кстати, у него отшельник тоже вышел, он касается именно внутренней перестройки его, что касаемо внутреннего состояния, в общем, да. А рыцарь Пентакли тоже как бы карта партнерства. Вот. Здесь такое будет, он перестанет прятаться за работой, а больше будет ну, проявлять чего-то личного, вот что касаемо отношений, да. Но это я еще раз скажу, более будет что-то практичное, нежели там романтика. Прям вы ждете, если вы ждете какой-то романтики в 2026 году, то ее не будет. Вот. Еще хочу сказать, что, например, у Чонгука нет такого в 2026 году, что, например, влюбиться, какие-то свидания, новые знакомства. Здесь реально карта готов строить, в общем, союз, а не убегать от союза, понимаете, да? То есть, например, в отношениях больше будет показана практичная сторона, нежели какая-то романтика, еще раз. В общем, что касается Тэхиона, в общем, ну, я сейчас обобщенно, может быть, об этом, да. Тоже как бы, вот видите, опять у них синхронность по 2026 году. То есть Тэхион тоже как бы будет уходить от, например, отношения на всякий случай. Здесь, например, то, что был зависим от чего-то, да, возможно, зависим больше что-то показать или рассказать, что касаемо своих отношений, да. Ну, как, например, у него всегда у Тэхиона проглядывалось такое стремление, ну, например, акцентировать на чем-то внимание, да. И тот, кто, например, возможно, вы поймете, тот, кто постоянно со мной, и вы поймете, о чем сейчас я говорю, да.
То есть ему хочется больше говорить об этих взаимоотношениях, да, такие порывы мы видим, то 2026 год, здесь реально тоже от Тэхёна будет, я уже говорила, и выше астрологически о том, что он больше определится в своих взаимоотношениях и покажет это, да. Естественно, мы 2026 год, когда это все будет происходить, мы это будем видеть. И единственное, если мне просто некогда делать анализы, даже вот декабрьский сейчас астрологический прогноз, который я делала, там очень много проигралось чего-то, но мне некогда делать анализы, а вообще можно было бы даже поговорить по поводу этого. Вот, и я хочу сказать, что, например, там будут ли они тесно общаться или нет астрологически, да, мы только можем как бы в общем об этом сказать. Но, например, четко утверждать что-то мы не можем, понимаете, да? 2026 год для них вообще как бы время, это сама Вселенная создает им условия, при которых оба готовы к более тесному взаимоотношению, да, это уже я говорю о них. Вот, здесь, в общем, более осознанности мы какой-то увидим, практичности еще раз, вот. И вообще я хочу сказать, что 2026 год больше, знаете, не будет такой, еще раз скажу, да, четко заявлений и каких-то фиксаций, что касаемо взаимоотношений, тоже не ждите, в общем, да, вот. Но в то же время больше появится чего-то формального, нежели неформального. Ну, это я сейчас так обобщенно, в общем, да. Вот. Что касаемо их, в общем, и Тэхёна и Чонгука, 2026 год, например, здесь больше, ну, что касаемо у Тэхёна, больше сделать выбор, ну, например, кто ему ближе, и показать это, да, и открыться. Ну, и как бы у Чонгука также, да, у них больше появится какой-то ответственности, что касаемо своих взаимоотношений, да, что-то личного. Вот. И каких-то долгосрочных решений. То есть мы в 2026 году многое чего-то увидим такого, да, что на долгосрочное, что касаемо взаимоотношений. Ну, увидим в 2026 году, да. Но я хочу сразу сказать, что было в прежнем формате, и я где-то намекала об этом. Такого не стоит ждать в 2026 году, в общем, да. Вот. Просто они уже взрослые стали, да, вот, знаете, здесь не будет такого чего-то романтического, а больше зрелого такого мы увидим, да. Не знаю, что бы это могло быть, самое интересное, в общем, посмотрим. Вот, а теперь, в общем, по их совместимости поговорим, 2026 год. Сразу обозначу рамки, чтобы не было иллюзий, в общем, да, у кого там, кто смотрит, кто присоединился. У Тыкука, Вигу, в общем, да, если мы посмотрим их хэштеги, это очень огромное движение. Что бы там ни писали, что бы там ни говорили, если вы забьете любой хэштег, что касаемо Вигу, да, ну, они там разные, Выкук, там Тыкук, Вигу, в общем, да, на английском, на русском, то это очень такое большое движение, вот, вы можете это посмотреть в интернете, да. И хочу сказать, но нет реальных подтвержденных отношений. То есть мы не утверждаем, что у них официальные отношения. Да? И астрологический разбор 2026 года – это не попытка доказать пару, понимаете. Да? Я тут не пытаюсь ничего вам доказывать и убеждать вас или еще чего-то. Это анализ возможных сценариев, что может быть, которое показывает нам астрология, транзиты. И астрология здесь говорит не о статусах, а 2026 год – это точки выбора, в общем, да.
И, например, астрологически я вам там объяснила, я не стала вам зачитывать тут монолог свой, в общем, как планетарно и как это будет у них, в общем. А сейчас я к тому же, ну, в общем, скажем, построим свой диалог так. Астрологический анализ совместимости ТКУКа 2026 год и плюс ваши вопросы, которые вы прислали, да, что касаемо тоже будущего 2026 года. И я буду доставать карты, чтобы нам совместить и много не занимать времени. Например, да, построим так свой диалог. Вот, например, был от вас такой вопрос конфликтного характера, ну, например, возможен ли между ними конфликт в 2026 году? Почему такой вопрос? Потому что, ну, я его округлила, потому что вы пишете, да, что они там не будут общаться, разойдутся, в общем, еще там чего-то, еще чему-то. Поэтому я его округлила до возможен ли конфликт в 2026 году. Астрология показывает, да, более подробный астрологический прогноз, я его подготовила с расшифровкой, но я его не буду давать в телегу весь на год, а буду давать его каждый месяц, да, хотя он у меня уже готов, поэтому он у меня уже готов. И, естественно, я сейчас буду зачитывать это оттуда какие-то вырезки. Но каждый месяц это можно будет в телеге с этим знакомиться. Вот. Астрология показывает, что напряжение возможно, но это не формат скандалов или открытого конфликта. Причина в том, что в 2026 году у них разные задачи в один и тот же период времени, да. И когда они идут, ну, я буду добавлять, как бы, да, вот от себя. И когда они идут раздельно, да, мы видим их публично, тогда, естественно, у фанатов возникают вопросы, что, да, у них конфликт, в общем, мы сейчас рассматриваем конфликт. У Чонгука активируется ось Дева-Рыбы через затмение и лунные узлы. Это классический показатель выхода из режима подстройки и терпения. Он больше не готов оставаться в ситуациях, где нет ясности. У Тэхёна в это же время включен Сатурн и напряженный Юпитер. Это давление ответственности, рамок и необходимости держать контроль. В реальности это дает не ссору, а расхождение ожиданий. Один ждет определенности, другой старается удержать ситуацию в рамках. Такое напряжение обычно проявляется паузами, с дистанцией и ощущением «мы не в одном темпе». Ключевой период – июль-август 2026 года. Когда либо находятся, либо будут какие-то условия для договоренности, либо каждый остается при своем. Вот такой период у них будет июль-август 2026 года. Так будет ли какой-то конфликт между ними? В общем, давайте мы так астрологию и Таро, в общем. И вышла семерка мечей. Вообще карта, есть ли в этой карте какой-то конфликт? Ну, обычно в семерке мечей, ну, вообще-то мечи, конечно, да, но в семерке мечей это больше не, например, реальный конфликт, да, а больше, например, карта скрытости какой-то и влияние внешней какой-то среды на их взаимоотношения. И я здесь говорила о том, что рамки какие-то, да, может быть рамки, необходимо сдержать контроль, в общем, я хочу сказать, да, и здесь, возможно, я говорила о них, а возможно контроль как раз за ними, да, вот семерка мечей, да, потому что в этой карте есть, естественно, влияние, да, ну, я говорила, влияние внешней среды. Карта, например, очень тесно связана с ресурсами, понятное дело, с чувствами. И, например,
Карта может быть связана и с законами, и с чем-то, ну, установками, чем-то прописанным. Вот прописали какой-то, да, для них. Карта сценария своего рода, да, рациональности. И вот как раз карта затрагивает вообще жизненную какую-либо ситуацию в этой карте есть, да. Вот. Естественно, эта карта, например, не прямого какого-то конфликта, да. В этой карте, например, невидимый этот конфликт, но он может присутствовать, семерка мечей. И, ну, как бы она, по семерке мечей обычно энергия сводится в ноль. Ну, например, по этой карте, какие бы усилия ни были по семерке мечей, они могут переходить вообще в просто, ну, например, если человек чего-то добивается и выходит семерку мечей, да, то по этой карте может и ничего не получить, понимаете. И если мы говорим о конфликте сейчас, то он может быть, этот конфликт, запомним, да, эти даты, июль-август, но это пройдет как-то больше скрыто, мало реакции на это будет, и он сведется в ноль, да, то есть реально конфликта мы не увидим, в общем, как такового. Но по семерке мечей мы это заметим. Шестерка пентаклей, эта карта явно говорит о них двоих, если уж вышла карта, да. И вот тут интересно, это же в фундаменте, да, карта взаимности и заботы по шестерке пентаклей, и также отношений между кем-то. Тоже очень тесно связана карта с внешним связана. И, как я и говорила, да, я еще не открывала эту карту, и по семерке мечей я сказала, возможно, шестерка пентаклей это как раз влияние, возможно, коллектива и влияние, возможно, руководства на это и так далее. Король мечей. Вот у нас и руководство вышло, понимаете, да? То есть король мечей это прям вот четко человек может быть. И вообще, есть ли в карте какая-то жестокость? Может быть жестокость, но в плане того, что четкого контроля над какой-то ситуацией, да, что касаемо вот, в общем, их, да. Это жесткий контроль за партнером, партнерством, да, вот за ними, в общем. Требует по этой карте обычно вот кто-то там, да, ну, вышел какой-то, в общем, человек, требует, ну, например, отчитаться по каждому там шагу. Ну, понимаете, о чем, да, карта, в общем. В этой карте может присутствовать какое-то подавление. И у нас как бы мы задали четкий вопрос, будет ли какой-то конфликт, что касаемо июля-августа 2026 года. Я говорю да. Вот. Вот так. Но я еще расскажу, что эти карты, они не говорят о каком-то, ну, семерка мечей не говорит о каких-то оборотах, понимаете, да, но какой-то конфликт будет, в общем. Так, дальше мы спрашиваем, обычно такие вопросы вы присылаете, да, вот даже сейчас вы там писали, там, ну, что-то там Вигу, там, раскроются, не раскроются, ну, так, что-то вы писали, да, ну, и такие вопросы мне пишут. Поэтому, естественно, я их объединила, и, в общем, тайна, да, назвала я так. Вот, тайна. Может ли что-то вскрыться, да? Я вам скажу, что очень много таких вопросов присылают, что касаемо, вот сейчас же мы наблюдаем в интернете очень много, я не могу не затронуть эту тему, очень много говорят там о Чингуке и Винтур, да, вот, и... Например, мне также очень много присылают вопросов, как-то Татьяна мне написала, да, там по поводу того, что, ну, вопросы с ней обсуждали, и я говорю, ну, это просто безумное количество вопросов, что касаемо Винтур и Чингука. Я хочу сказать, что эти взаимоотношения никто не подтвердил, и, например, естественно, я
очень много, да. Я же, вы представьте, да, что я постоянно в этом кручусь. И, естественно, очень много вижу, да. И, например, в этой ситуации, например, да, можно винить немного компанию, скажем, ну, понятно, это раздули фанаты, но нужно и поругать компанию в плане того, что, например, когда они заявили официально о том, что они будут преследовать тех, кто говорит плохо о Винтур, почему же они тогда там не договорились? Сначала там, в общем, они это дают, да, для слухов и сплетен что-то, да, подкидывают, чтобы как бы закрутить этот, чтобы набрало обороты и закрутить этот механизм. Вот. Почему я так говорю? Я не просто так говорю. У компании есть свое информационное, ну, например, даже, может быть, это отдел информационный, свое направление информационное, да, они контролируют СМИ, ну, вот в этом роде. И когда это происходит, например, они должны сразу поддерживать своих, в общем, артистов. И почему бы тут как бы не сообщить всем, что у них нет взаимоотношений, да? Не надо никого защищать, не надо никого ругать. Что касаемо фанатов, да, смысл какой вообще ругать весь мир в том, что вы на самом деле не делаете, понимаете, да, что касаемо компании. Мы не раз наблюдали такое, что они не защищают своих айдолов, что касаемо агентов, там, да, агентства. Они просто пускают какие-то, ну, например, вещи на самотек, что-то они контролируют, и вроде бы сказать, а зачем этот контроль, да? Ну, к примеру, если вы же сами разжигаете что-то. Вот в этом ключе, понимаете? И вот что касаемо Чунгука и Винтур, ну, например, я хочу сказать, что прежде чем делать такое громкое заявление, что они там будут преследовать тех, кто говорит о ней плохо, зачем вы тогда, в общем, не поставите в этом точку, да? Вышли с официальным заявлением, и сама Винтур бы вышла и сказала, у меня нет никаких взаимоотношений с Чунгуком, да, это, в общем, просто слух и домыслы. Об этом никто не говорит, и постоянно они так, в общем, делают, то есть они, например, ничего не делают, это все больше разжигается, об этом больше говорят и говорят и говорят, да. И вот, например, и много таких вопросов присылают, да, что касаемо Чунгука и Винтур, а раскроются ли их взаимоотношения. Мне присылают, понимаете, да. Или, например, могут присылать, как вы выше написали, да, а что у них там у Тэхёна с Багомом, да, я вот так думаю, там, да, раскроют они ли свою тайну взаимоотношений, да, вот такой присылают. То есть много присылают такое, да, а раскроется ли какая-то тайна, что касаемо их взаимоотношений, да, по ком они там, да, по девочкам, по мальчикам или еще по ком, да, ну вот такое присылают. И тайны, да, вот я все округлила, в общем, да, тайна. Может ли что-то вскрыться вообще, что касаемо взаимоотношений? И тут интересно, астрология нам говорит, да, о том, что фактор тайны в 2026 году, что касаемо, да, ну, скажем, мы сейчас же о Вегу, в общем, да, вот, присутствует. Но важно понимать, речь не о сенсации и не о публичном разоблачении. У Тэхёна активные рыбы, узлы и затмения – это знак скрытого и неозвученного. У Чонгука задействован Нептун, планета иллюзий и недоговоренности. Это будет у них в 2026 году. В реальности это может означать, что станет ясно, кто и чего на самом деле хочет. Вскрываются мотивы, которые раньше предпочитали не называть. Тайное перестает быть удобным.
То есть я так думаю, например, те интриги, которые ведутся, в общем, что касаемо их там пэрингов вообще в целом, да, с учетом того, что у них как бы здесь год больше выбора, да, и прояснить ситуацию, то, возможно, как раз вот тайное перестает быть удобным, да, для них, для дальнейшей их деятельности. Ключевые месяцы март-август 2026 года. Когда какая-то правда, в общем, да, но опять же скажу, что здесь не будет такого, что, например, какая-то сенсация или публичное разоблачение, в общем, да. Это когда, в общем, какая-то правда, в общем, да, что касаемо их, становится фактором принятия каких-то решений, в общем. Заметьте, это не разоблачение, не какая-то сенсация, а именно принятие решений. Что касаемо, ну, например, пролить свет на взаимоотношения. Понимаете, да? Вот. Тайна, да, у нас вопрос. Тайна. Может ли вскрыться что-то такое тайное, что касаемо Тэхёна и Чонгука? Туз Пентаклей вышла, да, эта карта называется вообще здесь серьезные отношения, да, вот здесь написано на карте. Ну, вообще, естественно, Туз Пентаклей, эта карта может быть в негативе связана, это конкретно что-то, да, с распространением сплетен, клеветы, дата ложных обещаний и мы не делаем никаких предположений, да, я просто вам вот рассказываю карту, да, что может такое быть, вот о чем может в негативе говорить карта, да, карта тайны, да, вот. Мы сейчас вопрос, мы говорим сейчас о тайне, о тайнах, признание в чем-либо, какой-то подарок для фанатов, в общем, да. Да, реально. Вот. Тоже карта связана с партнерством. Перспективное знакомство. Такая карта. Семерка кубков. Ну, сильно, опять же, не обольщайтесь. И вот тут как раз хорошо, ну, как бы хорошо, то, что я сказала, что это не сенсация и не разоблачение какое-то, да, опять, как бы, да, вот такой будет намек, в общем, да, на серьезные отношения. И карта суд вышла. Ну, вот это серьезная вообще-то карта, да, это как раз кармическая. И я вам говорила, когда я начала говорить о них, да, о Вигу, и я вам говорила о том, да, что у них 2026 год, кстати, у Тэхёна вышла тоже карта смерть и отшельник, они тоже с кармическим связаны, и карта высший суд вышла. Суд. Эта карта тоже перемен огромных, обновления, перерождения карта, в общем, да, с необходимостью, например, что-то прояснить по этой карте. Это карта прояснений 2026 год. Ну, а еще вот обычно карта связана с кармическим и с каким-то реальным сценарием, понимаете, да? А сценарий это имеется в виду, как мы говорим, там, да, родовой сценарий, предназначение, там, кармическое, в этом ключе. Вот такие карты, в общем, да. Что касаемо тайны. Ждем. Что такое может быть, да? Дальше. Здесь как бы тоже, опять же, недаром я немного сказала о Винтер и Чонгуке, в общем. И опять же вы много присылаете. Если у них там кто-то на стороне, понимаете, вы какие любопытные. Вот. И вот опять же я обобщила там, обобщила. И третий человек, возможен ли он в 2026 году? И здесь астрология дает неадекватную картину. У Чонгука 2026 год не показывает активного чего-то, да, и я когда озвучивала выше, что касаемо Чонгука, его астрологический прогноз, да, я говорила о том, что у него не будет каких-то там новых знакомств,
романтики там или еще чего-то. Вот. Его транзиты больше про завершение и выбор, чем про поиск. То есть реально определиться вообще, да, как бы. Если есть значимый контакт, ну, например, есть ли значимый контакт? Не случайный, то есть я говорила о том, да, что это какие-то взаимоотношения, которые уже долго тянутся. Ну, так я сказала. Не поверхностный, либо сразу, в общем, серьезный, да, скажем так. Ну, и завершение, в общем, да, ну, если мы скажем обобщенно, то, возможно, как раз с теми, с кем не общается, в общем, да, и так далее. Здесь, может быть, в общем, те отношения, которые не развиваются, вообще закрыть эту тему. Ну, может быть, что вот как раз конфликты и тайны. Вот. У него, как бы у Чунгука, оставить что-то или закончить, а не искать кого-то еще, в общем, да, ну, если скажем так. У Тэхёна, напротив, есть потенциал кармического контакта. Рыбы, узлы и Плутон часто дают встречу, которая становится эмоционально значимой и влияет на внутреннее решение. Но я хочу сказать, когда я разбирала более подробно это в телеге, да, я там эту тему затрагивала. То есть касается это личного все-таки или работы, да, или влияние личного на карьеру и работу. И у Тэхёна, в принципе, я поделюсь, как бы, да, скажу, что да, у Тэхёна будет какое-то такое знакомство. Но это может, ну, как бы больше касается какой-то карьеры и работы. Возможно, я не знаю, я там как бы более подробно, что может конкретно быть, я расписала, да. И наиболее вероятный период, что касаемо, да, вот, третий лишний, да, третий лишний у Тэхёна и Чонгука. Август-сентябрь 2026 года. Давайте достанем карту. Будет ли третий лишний у них? В общем, вышла карта. Интуиция вышла, называется карта. Карта, ну, например, может говорить о... эта карта затрагивает... Ну, например, поломать старый сценарий вообще каких-то взаимоотношений. Это карта своего рода ощущения, освобождения. Карта затрагивает как раз именно чувства. Вот. Здесь две карты. Истина и интуиция. Истина затрагивает более что-то материальное, а интуиция – это как раз чувство. И что, например, касаемо вот именно взаимоотношений, это, опять же я скажу, либо освободиться от старых каких-то привязок, и, в общем, да, здесь тема, и недаром суд вышла карта, там, да, мы доставали, она говорит о чем-то кармическом, что произойдет в их, в общем, 2026 году. Наконец, станет понятно, да, что касаемо... То есть, например, если вышла уж карта интуиции, то, например, можно здесь сказать, узрим объективную истину. Вот так. А мы сейчас говорим, у нас вопрос, а третий человек возможен ли он, в общем, да? Но опять же я хочу сказать, да, это может быть и карьера, и работа, это не обязательно. Ну, хотя карта чувств вышла. Двойка кубков, тоже карта чувств. Вот. И карта вышла Иерофант. Тоже карта союза и так далее. То есть, ну уж явно карты намекают о какой-то конкретике, что касаемо взаимоотношений, да, Тэхёна и Чонгука. Ждем. Август-сентябрь месяц. И вы заметите, что как раз у нас был конфликт, а вот именно что-то такое будет август-сентябрь 2026 год. Дальше. И тут, например, я затронула как бы такую тему, что, возможно, это может касаться чего-то, ну, например, это же не обязательно, что если карта, вот, интуиция вышла, это отвечает она как бы, да, за энергетику чувств, эмоций.
Это не обязательно именно в этой сфере. Это может быть проявляться как отношения, ну, например, что касаемо, да, лично их на какие-то связи, что касаемо карьеры и работы. Ну, можно так сказать, да. И вот из этого, выше, которое я сказала, да, третья сторона, мы перейдем сейчас именно для тайкук. Вот сейчас именно это затрагиваем, да. Вот если мы как бы посмотрим все выше, вот 2026 год, возможно ли какое-то напряжение между ними? Тихо и без скандалов. Да. Возможно, вскрытие недоговоренностей, как прояснение, а не разоблачение. Да. Третий фактор, ну, как бы со стороны Тэхёна или Чонгука. И, скорее всего, со стороны Тэхёна, что касаемо астрологически. Но если в целом взять год, да, он работает кармически для них. Да? Это как своего рода кармическая проверка, что касаемо, да, взаимоотношений Тэхёна и Чонгука. Здесь будет так проигрываться 2026 год. Подведу вообще вот. Либо как бы здесь будет переходить в какой-то определенный формат, да, мы больше увидим их взаимоотношений, что касаемо, да. Вот мы все говорим, например, о их дружбе, да, что они там вдвоем. Ну вот смотрите, они там, Тэхён выгрузил, они там вместе тусили на Гавайях, да. Если мы возьмем как бы 2025 год, у меня было такое видео, я говорила о том, что очень много у них было взаимодействий, да. Один, в общем, глухой, слепой не увидит этого, да, и очень много ребята дали, понятное дело, да. Когда их нет, начинают все паниковать, что они там поругались, не общаются и так далее, и так далее, и так далее, да. И, например, тут бы сказать, от того, что они там дают, вот они там совместный полет их, да, они там летели, вот, Лос-Анджелес, да, вот, и, в общем, ну, много кое-чего такого. И, например, опять, вот, смотрите, да, мне даже, кстати, прислали по поводу дня рождения Тэхёна, да, и я буду делать прогнозы, сделаю расклады Таро, но уже мне говорят о том, что, да, пишут, что на день рождения Чонгука Тэхён его так поздравил, в общем, да, и, например, видео было от него, и официальное поздравление на мероприятии было, да, что касаемо от Тэхёна Чонгуку. Как Чонгук поздравит или не поздравит, да, вот выйдет он из тени, в общем, да, и скажет что-то конкретное о них, да, тоже видео какое-то, а возможно они совместный лайв проведут или еще чего-то, или еще. Вот таких много задают сейчас вопросов. И вот, например, как раз этот год, 2026, это более что-то будет определенное, я говорила об этом, да, вот. Меньше такого будет, да, вот мы же говорили о том, что там одинаковые плейлисты у них, там еще много каких-то факторов, да, и мы по каким-то намекам мы видим, что как бы они общаются, да, и более тесно, нежели они как бы дают это публично. И вот как раз 2026 год это больше либо определиться, либо каждый идет своей дорогой, да, то есть такой переломный 2026 год, и мы это, естественно, будем наблюдать. Но я хочу еще раз сказать для всех, кто сейчас здесь, в общем, да, и кто посмотрит это видео, да, и кто передаст об этом видео, я хочу сказать, что, например, астрология, и в частности я не подтверждаю официально их взаимоотношения, да, их отношения, в общем, да, от них нет публичных каких-то признаний, вот, но 2026 год четко указывает астрологически на период проверки, напряжения из-за разных ожиданий. Ну, например, возможно, внутри как бы много таких карт вышло, да, что касаемо их, да. Ну, я могла бы развивать эту тему. Опять же, вскрытие недоговоренностей и возможные кармические контакты, которые либо сближают,
либо окончательно разводят их пути. Вот 2026 год об этом, да. И как бы тема сегодняшнего, она самая ключевая, совместимость Тэхёна и Чонгука, Тайкук в 2026 году. Вот такая, наверное, ключевая тема этого стрима была вообще. Ну, для них я достала много карты, поэтому я просто не вижу смысла больше доставать ему карты, да. Опять, какой будет 2026 год? Очень много достала карт. Вот, если по большому, то эти карты, даже эти карты можно более детально разобрать, да, и я это сделаю в телегу, конечно, мне самой интересно, почему порой бывает так вышли карты, да, возможно, они затрагивают больше, ну, не будем развивать эту тему, почитаю ваши комментарии, что вы там написали. Так. Эля, нельзя посмотреть, ребята, будет день рождения Тэхёна выходить в лайв вместе. Ну, я буду делать много таких, ну, буду сейчас делать, да, там много вопросов. Вот, так. Возможно, добрый вечер. Возможно, это все бизнес. Если бы в интернете появилось реальное видео или фото Чонгука и Свинтер, тогда компания должна была пояснить, какие отношения их связывают. В ином случае компания не обязана что-то пояснять. Это понятно, я сейчас не об этом. Я сейчас говорю о том, например, что с учетом того, что они выпустили официальное заявление, что идет хейт на Винтер из-за того, что, например, из-за типа предполагаемых взаимоотношений Тэхёна и Чонгука, и они выпустили официальное заявление, что те, кто будет вообще говорить о Винтер, будут, ну, как бы, ну, наказаны за это, другие слова хотела сказать, не могу вспомнить, наказаны за это, да, что они не должны распространять и не говорить о ней плохо и так далее, и так далее, и так далее. Если они выпускают такое официальное заявление, они видят, что на нее идет огромнейший хейт, не только на нее, но и на Чонгука, то здесь целесообразно, возможно, нужно было бы сказать о том, что, да, что нет никаких там взаимоотношений, да. Понятное дело, что они все айдолы между другом общаются, но тема-то совершенно о другом идет, понимаете, да? Я могла бы, я много посмотрела контента на эту тему, и в принципе я могла бы рассуждать на эту тему, но не считаю это нужным вообще, реально, понимаете, да? Я не считаю, что у них есть взаимоотношения. Вот. И если они уж выступают с таким заявлением, то целесообразно было бы, да, и сказать об этом, что нет взаимоотношений. Так, да, Эля, тут одна гражданка написала и утверждает, нет, она говорит, в самолете они не летели, это искусственный интеллект. Ну, наверное, искусственный интеллект. Вот. Искусственный интеллект, информация это была, например, от Тэхёна и Чонгука, понимаете, да? Вот, вы хотите сказать, что они нам врут, если вы так говорите? Вот. Если хотите что-то написать, напишите еще. И будем заканчивать.
И вот, кстати, вот его интервью, которое сейчас Тэхён давал, да, я хочу сказать, что я проверила, вот, и, например, он дает интервью для журнала там, да, или для ТВ, куда он там дает, но на самом деле материал Хайп, компании Хайп. И это подтверждает то, что, например, у них реально есть отдельное информационное направление какое-то, да. Здесь может быть, как и касаемо, ну, например, что касаемо их продвижения, вот, а также и, например, какие-то вбросы и, в общем, какой-то информации, которая намеренно вливается в СМИ для чего-то, да, неважно, это как бы у них их установки, и они с этим работают. Но я хочу сказать, что именно этот материал, это компания Hype, чтобы вы понимали, да? Вот. Так, еще хотела что-то вам сказать. Что вы там пишете? Означали кольца на безымянных пальцах. А что означали кольца на безымянных? Да откуда же мы знаем, что они там означали? Вот. А, ой, здравствуйте, Екатеринбург. Привет, привет. Ну, давайте Тэхёну достанем карту и Чонгуку. Карта дня для Тэхёна и Чонгука, как у них дела. Альбина активная, но молодец, молодец, много вопросов задаете. Так, карта дня для Тэхёна и Чонгука, пожалуйста. Ну, это что, совместно для них будет или вообще, что надо? Такая карта. Карта вышла отшельник. А, ну, отшельник может говорить о том, что, например, они сейчас, вот именно когда я достала карту, они не совместно, может говорить об этом карта, да? Вот. Ну, например, может быть, с какими-то людьми, которые старше по возрасту от них. Ну, например, да, кто-то из них, возможно, ну, не знаю, там, с родителями где-то или еще чего-то. Семерка жезлов вышла карта. Вот. Эта карта может говорить ну, например, о партнерстве может, да, карта говорить. И в тему отшельника, вот, еще карта семерка жезлов может затрагивать, что, например, не дома, к примеру, да, вот сейчас кто-то там, да, понятное дело, у них сейчас ночь. Возможно, кто-то из них отправился там, ну, не знаю, может, к родителям, да, у родителей находится. Пятерка пентаклей, карта. Ну, тоже карта может говорить о, например, вот все карты намекают на то, что, например, если вы спрашиваете конкретно о Тэхёне и Чонгуке, они сейчас совместно, ну, совместно они или не совместно. Я хочу сказать, по этим картам нет, они сейчас не совместно, да. И кто-то из них, возможно, где-то, ну, например, в поездке, может быть, да, вот, не знаю. Если Тэхён был на мероприятии, ну, Тэхён был на мероприятии, то, понятно, он вернулся уже домой, да, вот. Но здесь у кого-то реально дорога показывает, у кого-то дорога, находится со старшими по возрасту людьми какими-то. А один может быть реально дома по отшельнику. Ну, скажем так. Если на их взаимоотношения, на совместно, да, то, например, здесь карты могут говорить о разделении каком-то, я прямо говорю, да, то есть, например, но в картах есть, во всех трех картах есть, например, желание, ну, например, общение, желание, ну, например,
отстоять свои интересы совместно, что касаемо взаимоотношений, да. Вот. Карты вышли поддержки друг друга. Ну, карты, в общем, вышли, ну, возможно, из-за того, что они не совместно сейчас, поэтому и карты выходят. Да, в картах есть и поддержка друг другу, о друг друге, там, например, да, и учитывать интересы друг друга, да, ну, например, и в то же время карты говорят о ущемлении чего-то, да, что касаемо общения, да, нехватка этого общения может быть, да. Но здесь, если на две разные энергии вышло, да, здесь вышло несколько энергий. И, может быть, вот как на них, я уже сказала, да, один, возможно, где-то находится один, а один, возможно, с какими-то людьми, да, может быть, вот так. Вот. В этих картах, во всех трех картах нет их совместно вдвоем, понимаете, о чем я хочу сказать? Вот. Карты вышли, все три карты вышли энергетические разделения. Так. Тревел не смотрела. Я просто хочу сказать, тут посмотрю, какие вопросы прислали. Сейчас, может, какую-то карту достану. Сколько у нас там времени? Да, много вопросов прислали. Ну, по поводу того, что селфи Чунгука, подушки эти, и я видела до сих пор эти подушки присылают, да, мне, и, например, говорят о том, что это подушки, мол, не одинаковые, ну, в таком ключе. Мы делали расклад, в общем, расклад такой, вот четко-четко показали нам карты, на самом деле, в общем, что происходит. Вот. Вот так. Ну, а по поводу дня рождения Тэхёна, там тоже есть много вопросов. Планируют ли они совместно праздновать? И от вас сейчас был по поводу лайфа. Естественно, мы это все сделаем, расклады, и это будет там на Бусти, в Телеге. В общем, подписывайтесь, приходите. Так, всем спасибо, спасибо, что пришли, поддержали. Вы такие молодцы. Напишите, что нового вы узнали, какие вы хотели бы видеть еще видео, вот, что вас интересует, пишите, общайтесь, вот. Всех люблю и всем пока.